Настя Задорожная – популярная российская актриса и певица, получившая широкую известность благодаря сериалам «Простые истины», «Клуб» и «Любовь в большом городе». Свой творческий путь наша героиня начала еще школьницей, став участницей знаменитого детского коллектива «Непоседы», а своими успехами во многом обязана маме, которая всегда верила в талант дочери и ее счастливую звезду. Детство и семья. Анастасия родилась в небольшом поселке Федотово Вологодской области. Это военный городок при авиабазе Кипелово. Отец, Сергей Дмитриевич Задорожный, служил в морской авиации. По роду деятельности он вынужден был часто менять место жительства. Семья, естественно, его повсюду сопровождала, поэтому Насте с раннего детства хорошо знаком кочевой образ жизни. Настя Задорожная в детстве. Когда девочке исполнилось 4 года, главу семьи направили в Москву на учебу в военную академию. В столице Настю отдали в балетную студию, а затем в музыкальную школу по классу фортепиано. Мама, Алла Викторовна, экономист по образованию, в юности не смогла реализовать собственные творческие способности, поэтому старалась дать дочери возможность проявить свои таланты. А их у маленькой Насти было немало. Она хорошо пела, прекрасно танцевала, декламировала стихи и очень уверенно держалась перед публикой. Уже в детском саду она была центральным персонажем на всех детских утренниках, а в школе активно участвовала в самодеятельности и не пропускала ни одного творческого конкурса или концерта. Если мама поддерживала Настю во всем, отец уделял девочке недостаточно внимания. В начале 90-х он уволился из армии и стал работать в милиции, потом начал злоупотреблять алкоголем, чем окончательно разрушил семью. Они с супругой долго пытались сохранить семью ради Насти, но в конце концов пришли к выводу, что развод станет лучшим решением для всех. Творческая биография Задорожной началась с детской музыкальной группы «Непоседы», в которую она попала в 1996 году. Как-то мама принесла дочери приглашение на новогоднюю елку, но сама с ней пойти не смогла. Девочка отправилась на праздник одна и, увидев, что на концерте выступают ребята из «Непосед», решила попроситься к ним в коллектив. Маша Малиновская, которую Настя каждое воскресенье видела по телевизору в программе «Утренняя звезда», соведущая Юрия Николаева, отвела ее к директору коллектива Елене Пиджаян. Та пригласила смелую девочку на собеседование, и уже через месяц Задорожная была зачислена в знаменитый коллектив, сначала в младшую группу, а затем и в основной состав. В костяк «Непосед» входили Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Волкова и Лена Катина, которые поначалу отнеслись к новой вокалистке не слишком дружелюбно. Но постепенно Настя нашла со всеми общий язык и стала полноценной участницей творческой команды. Началась яркая гастрольная жизнь, о которой девочка не смела и мечтать. Заработанные деньги она тратила на фирменную одежду и дорогую косметику, которые раньше не могла себе позволить. Не забывала и о маме, которая никогда не сомневалась, что ее Стася добьется успеха. Настя подарила ей собаку, чтобы Алла Викторовна не скучала в одиночестве, пока дочь находится на гастролях. Я очень рада, что именно «Непоседы» случились в моей судьбе. Это очень сильная школа для молодого поколения, которая действительно дает образование, настоящее образование, знания и опыт. Ты действительно растешь как артист. Тебе дается реальный шанс проявить себя. Тебя пичкают правильными знаниями, музыкальными, актерскими, речевыми, танцевальными. Училась девочка средне, особенно сложно Насте давались точные науки. В старших классах она и вовсе забросила учебу. Начались занятия в студии «Непоседы», гастроли, съемки. Когда Насте было 15, «Непосед» распустили. Она подумывала продолжить занятия музыкой и готовилась к поступлению в музыкальную академию. Но из-за травмы пальца и последующей операции пришлось задуматься о другом пути. Актерская карьера. С кинематографом у Анастасии отношения сложились не сразу. Ее, как и остальных участников «Непосед», несколько раз звали в Ералаш, но Настя с завидным упорством заваливала все кастинги. И лишь в 2001 году ее утвердили на роль старшеклассницы Анжелики Селиверстовой в сериал «Простые истины». Эта картина также стала путевкой в мир кино для Татьяны Арнгольц и Данилы Козловского. После окончания школы девушка решила податься в актрисы и в 2002 году поступила на актерский факультет ГИТИСа, мастерская Валентина Теплякова и Павла Хомского. Едва Настя поступила, ушел из жизни ее отец, немного не дожив до 40 лет. 16-летняя первокурсница не могла работать из-за огромной нагрузки в университете, а жизнь в Москве всегда была дорогой.
Мама была вынуждена ставить дочь на ноги в одиночку. Сначала торговала овощами на рынке, потом устроилась в туристическое агентство, а затем перешла работать в налоговую полицию. Настя Задорожная в начале карьеры. В 2004, еще студенткой, Задорожная засветилась в комедийном сериале «Холостяки» с Маратом Башаровым, Евгением Стычкиным, Дмитрием Певцовым и Олегом Фоминым в главных ролях. Но настоящая популярность пришла к ней после выхода на экраны молодежного сериала «Клуб», где она сыграла сразу две роли – начинающую певицу Василису и работницу автоцентра Марусю, и ее двойника. Сериал оказался одним из самых успешных проектов телеканала MTV Россия. В нем помимо актеров были задействованы звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Валерия, Дима Билан, Шура, Лига Лайс, группа Смэш и многие другие. Насте прекрасно удалась роль современной Золушки, и о ней заговорили как о талантливой перспективной актрисе. Следующей яркой киноработой Задорожной стала роль Алисы Громовой, девушки одного из главных героев романтической комедии «Любовь в большом городе» 2009. Вместе с ней снимались Алексей Чадов, Вилли Хаапасала, Вера Брежнева, Светлана Ходченкова и даже поп-король Филипп Киркоров. Коммерческий успех ленты вдохновил создателей на съемки ее продолжения. Уже через год на экраны вышла вторая часть картины, а в 2013-м третья, заключительная. В 2014 году режиссер Максим Воронков представил на суд зрителей ремейк культовой комедии Гайдая «Кавказская пленница», в котором наша героиня сыграла Нину. А роль Шурика исполнил Дмитрий Широкоис, Левин из «Интернов». Фильм с треском провалился в прокате и вызвал целый шквал негативных оценок критиков. Попала под раздачу и Настя, которой пришлось выслушать в свой адрес множество неприятных замечаний. Но эта неудача не смогла серьезно повлиять на ее карьеру, которая к тому времени зарекомендовала себя не только как актриса, но и успешная певица. Музыка, театр и телевидение. В 2001 году Настя стала участницей программы «12 злобных зрителей» на канале MTV Россия, и там познакомилась с продюсером Петром Шекшеевым. Они подружились, и когда через пару лет встал вопрос о ее музыкальной карьере, Петр вызвался помочь. В 2003 году на студии Юрия Айзеншписа были записаны первые треки певицы. Тогда же Настя снялась в клипе группы «Смысловые галлюцинации» на их хит «Зачем топтать мою любовь». Постепенно ее песни стали крутить на радио, и в 2007 году в свет вышел первый сольный альбом Задорожной под названием «До 17 и старше». В него вошли 13 композиций, в том числе и саундтреки к сериалу «Клуб». На самые популярные «Буду», «Любовь не любовь», «Пусть будет шоу» были сняты зрелищные, высокобюджетные клипы. Через 2 года Настя порадовала поклонников следующим альбомом «12 историй», в который вошли дуэты с российским рэпером Лигалайзом и бывшим солистом группы А-студио Батыром Шукеновым. В поддержку альбома было организовано большое танцевальное и мультимедийное шоу «Больше, чем концерт», с которым певица выступила в Москве и Санкт-Петербурге. Дальше больше, и песни молодой исполнительницы зазвучали с экранов в фильмах «Любовь в большом городе», «Клуб счастья», «Что творят мужчины» 2. В 2010 году певица сыграла Настеньку в новогоднем мюзикле «Морозко» и появилась на экране в звездной компании Николая Баскова, Андрея Данилко, Кристины Арбакайте, Юрия Стоянова, Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова. А через год Задорожная впервые вышла на театральную сцену в роли Сесиль, героини спектакля «Опасный», «Опасный», «Очень опасный». Затем состоялась премьера психологической драмы Михаила Горевого «Жестокий урок», в которой Настя исполнила одну из ключевых ролей. Настя – частый гость на телевидении, где пробует себя в самых разных ипостасях. Она каталась на коньках в паре с Сергеем Славновым в шоу «Звездный лед», а позже увлеклась фигуристом. Демонстрировала чудеса перевоплощения в проекте «Show Must Go On» и даже пыталась освоить итальянский язык в образовательной программе «Полиглот» на канале «Культура». Личная жизнь Насти Задорожной. Задорожная – королева служебных романов. С кем из партнеров ей только не приписывали любовные отношения. Это ее продюсер Петр Шекшеев в самом начале их совместной работы и Сергей Бабунец. Солист группы «Смысловые галлюцинации», однокурсник и партнер по сериалу «Клуб» Петр Федоров, а также известные сердцееды и Дон Жуаны Марат Башаров, Гоша Куценко, Тимур Батрудинов и Алексей Чадов. Пока все дома у Насти Задорожной.
После участия в проекте «Звездный лед» актриса закрутила роман с фигуристом Сергеем Славновым и даже собиралась за него замуж. Но в декабре 2015 года пара рассталась, и с тех пор в личной жизни Анастасии наступило затишье. С Сергеем Славновым. Тем неожиданнее стала новость о тайной свадьбе Задорожной с неким бизнесменом Владимиром, с которым в честь этого знаменательного события 4 октября 2020 года они сделали на руках парные татуировки. Настя со своим избранником очень любит собак и активно помогает фонду помощи животным Ника в поиске хозяев для обездоленных четырехлапых питомцев.